BTS прибывают в Балтимор, губернатор Мэриленда приветствует их под музыку из «Ботр». Море фиолетового цвета готово взорвать город. Привет, ARMY! Представьте себе американский город, окрашенный в фиолетовые тона. На рекламных щитах красуется название BTS, со всех сторон стекаются фанаты, а в воздухе витает предвкушение концерта. Именно такая атмосфера царит в Балтиморе, штат Мэриленд, в преддверии приезда BTS. Однако есть деталь, делающая этот прием по-настоящему особенным. Губернатор Мэриленда У.С. Мур записал специальное обращение к BTS и ARMY. В видео на заднем плане звучит хит группы «Песня Ботр». Фанаты также были в восторге, услышав, как У.С. Мур по отдельности называет имена всех 7 участников BTS – RM, Джина, Шуги, Джей-Хопа, Чимина, Тэхёна и Чингука. Он также поприветствовал ARMY и выступил с теплой речью перед запланированными мероприятиями группы в Балтиморе. Так почему же этот визит BTS привлекает столько внимания? Как ARMY создают особую атмосферу в Балтиморе? И почему приветствие со стороны властей Мэриленда стало столь ярким событием этой поездки? Давайте разберемся. Балтимор проникается атмосферой BTS. Когда город посещает артист мирового уровня, внимание обычно приковано к предстоящему выступлению. Однако для многих фанатов концерт начинается задолго до того, как зажгутся софиты. В преддверии приезда BTS энтузиазм ARMY проявился в различных проектах и элементах оформления, связанных с концертом. Балтимор известен как Charm-City, город обаяния. Эта особенность легла в основу нескольких инициатив фанатов по приветствию группы, включая концепцию BTS X Charm-City. В разных уголках города стали появляться элементы с символикой BTS. И, конечно, одним из самых узнаваемых символов стал фиолетовый цвет. Для ARMY фиолетовый уже давно стал неотъемлемой частью идентичности фандома BTS. По мере появления фиолетовых элементов атмосфера в преддверии концерта становилась все более праздничной. И все же среди множества проектов особое внимание мгновенно привлекло одно конкретное приветствие – обращение губернатора Мэриленда У.С. Мура. Когда губернатор Мэриленда приветствовал BTS. В своем приветственном видео У.С. Мур обратился как к самим BTS, так и к ARMY. Видео стало еще более запоминающимся благодаря использованию песни «Ботр» в качестве фоновой музыки. Этот всемирно известный трек наполнил приветствие радостной и энергичной атмосферой. Впрочем, примечательным был не только выбор музыки. У.С. Мур также перечислил участников BTS по именам: RM, Джин, Шуга, Джей-Хоуп, Чимин, Тэхён и Чингук. Для поклонников упоминание каждого из 7 участников стало приятным сюрпризом. Высокопоставленный чиновник штата Мэриленд публично приветствовал группу BTS и их фанатов. Подобные моменты показывают, как масштабный концерт может привлечь внимание не только фан-сообщества, но и местных жителей. Не менее важно и то, что в приветствии были включены и ARMY. У.С. Мур поприветствовал и тех фанатов, которые приехали в Балтимор, чтобы принять участие в различных мероприятиях, связанных с BTS. Только представьте себе атмосферу в Балтиморе в преддверии концерта: рекламные щиты, праздничное оформление, фирменная атрибутика, фанатские баннеры и разнообразные общественные проекты – все это становилось частью пути поклонников к месту проведения шоу. Для фанатов, приехавших из других городов, это само по себе стало уникальным опытом. Ведь концерт начинается не в тот момент, когда артист выходит на сцену. Для многих поклонников путь к месту проведения мероприятия уже часть общего впечатления. Они встречают других ARMY, делятся историями, носят фирменную одежду, берут с собой лайтстики, армии бомб и наслаждаются подготовленными проектами. Отдельный проект может показаться простым, а элемент оформления – лишь незначительной деталью события, но когда собирается множество фанатов, все это сливается воедино, создавая невероятную, грандиозную атмосферу. В этом заключается одна из удивительных особенностей культуры фандома BTS. После того, как город оживился благодаря различным приготовлениям и фанатским проектам, все внимание переключилось на главную площадку – стадион М. T-Bank.
Для ARMY этот стадион не просто место проведения концерта, а точка, где пересекаются самые разные истории. Одни фанаты приехали из других городов, другие отправились в путь вместе с друзьями. Были и те, кто следил за творческим путем BTS долгие годы и, наконец, получил возможность увидеть группу вживую. Представьте себе тысячи поклонников, собравшихся в одном месте, вспыхивают ARMY Bombs, нарастает гул толпы, а взгляды устремлены на огромные экраны. После долгого ожидания предвкушения, которое раньше ощущалось лишь через различные проекты, наконец обернулось реальностью внутри стадиона. Фанаты были разными, говорили на разных языках и приехали из разных мест, но их объединяло одно – желание вместе насладиться музыкой BTS. История BTS показывает, как музыка способна стирать географические границы. Хотя группа родом из Южной Кореи, их творчество привело их в города по всему миру. У каждого города своя уникальная история. Где-то группу встречали фанатскими проектами, где-то особым праздничным оформлением. Местное сообщество также ощутили оживление, предшествовавшее этому масштабному событию. Теперь и у Балтимора появилась своя история, связанная с группой. Приезд BTS привлек внимание ARMY, а приветствие от губернатора Мэриленда придало событию особый колорит. Разумеется, это не означает, что все жители Балтимора разделяли одни и те же взгляды. Тем не менее, такой прием служит примером того, как международное музыкальное событие может стать неотъемлемой частью атмосферы города. Если рассматривать BTS лишь как 7 артистов на сцене, можно упустить важную составляющую концерта, ведь атмосфера выступления создается и самими фанатами. В разных городах ARMY часто организуют акции приветствия, от размещения билбордов, украшений и баннеров до проведения общественных мероприятий, и каждый раз делают это по-своему. Одни фанаты приходили заранее, другие помогали единомышленникам или делились информацией. Многие просто наслаждались моментом в компании новых друзей, с которыми их сблизила любовь к BTS. В конечном счете, это событие стало ценным воспоминанием, связанным не только с самим выступлением, но и с личными историями самих поклонников. На фоне этого всеобщего воодушевления внимание вновь приковано к 7 участникам BTS – RM, Джину, Шуге, Джей-Хоупу, Чимину, Тэхёну и Чингуку. Для фанатов ARMY возобновление совместной деятельности группы – долгожданное событие. После различных этапов карьеры фокус смещается обратно к большой сцене и живому общению с поклонниками в разных городах. И когда артисты наконец выходят на сцену, все предшествующие приготовления словно сливаются в один кульминационный момент. Оглушительный гул тысяч голосов ARMY, сияние фирменных лайтстиков ARMY Bomb, хоровое пение и невероятная энергетика толпы, заполняющей стадион. Именно эти элементы делают концерт по-настоящему особенным. Каждый город, который посещает BTS, обладает уникальной атмосферой, и у Балтимора теперь тоже есть своя история. Здесь были и проект BTS X Charm City, и море фиолетовых оттенков, созданное благодаря многочисленным фанатским акциям и энтузиазму ARMY, съехавшихся со всех уголков страны. Особого внимания удостоилось и обращение губернатора Мэриленда Уэса Мура. Он не только упомянул по именам всех 7 участников, но и использовал песню «Butter» в качестве музыкального фона. Все эти детали стали частью пути к самому шоу. Ведь концерт – это не просто событие, длящееся несколько часов, это долгий процесс, включающий в себя дорогу, подготовку, томительное ожидание, встречи фанатов и нарастающее волнение вплоть до момента долгожданной встречи на площадке. Вернемся к одному из самых ярких моментов – обращению губернатора Мэриленда к BTS. Пока на заднем плане звучало «Butter», он поочередно называл имена RM, Джина, Шуги, Джей-Хоупа, Чимина, Тэхёна и Чингука, а также отдельно поприветствовал ARMY. Тем временем различные фанатские проекты лишь подогревали интерес и ожидание концерта. Очевидно, что визит BTS в Балтимор стал чем-то большим, чем просто музыкальным выступлением. Это была история о объединении фанатов, о гостеприимстве города и о способности музыки объединять людей самого разного происхождения.
Путь BTS от Южной Кореи до США продолжает дарить уникальные моменты в каждом городе, и на этот раз частью этого пути стал Балтимор. Итак, ARMY, что вы думаете о том, как Балтимор встретил BTS? Как вы оцениваете тот факт, что губернатор Мэриленда записал особое обращение и даже использовал песню «Butter» в качестве фоновой музыки? И как бы вы описали атмосферу среди ARMY в Балтиморе в преддверии концерта? Делитесь своими мыслями в комментариях. Не забудьте поставить лайк, подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить свежие новости о BTS, Тэхёне, Чонгуке, ARMY и их новых свершениях. Увидимся в следующем видео.